Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. Сегодня мы с вами приготовим целых 3 разных варианта ужина. Все будут очень-очень вкусные, конечно, простые. И еще мы с вами не будем пачкать лишней посуды. Каждый вариант ужина мы приготовим в одной сковороде, больше ничего использовать из посуды мы не будем. Начинаем готовить, все очень быстро, как всегда. Я включила самый маленький газ и отправляю столовую ложку растительного масла на сковородку. Пока масло разогревается, нарезаю лук на тонкие полукольца. Отправляем лук в разогретое масло. Пока лук золотится, я беру кусочек пекинской капусты весом 400 грамм, убираю у него кочерышку и сейчас буду нарезать. Теперь нарезаю капусту тоненькой соломкой. Отправляем капусту к луку. И, конечно, перемешиваем, для того, чтобы овощи поджаривались равномерно. Пока овощи обжариваются, я нарезаю 4 яйца средним кубиком. Лук с капустой выглядит уже вот так аппетитно. Самое время поперчить и добавить яйца, которые мы нарубили кубиком. Сейчас перемешиваем и пару минуток обжарим яйца вместе с луком и капустой. Пару минут прошло, добавляю 150 грамм зеленого горошка. У меня, как вы видите, он замороженный. Конечно, еще разочек все перемешиваем. И нужна будет еще минутка для того, чтобы горошек разморозился. Немного перчу, горошек уже у нас разморозился. Солю по вкусу, мы с вами еще не солили. Добавляю 250 граммов кускуса. Воду, когда кускус, нужно добавлять 1 к 2. То есть на 250 грамм я добавляю 500 миллилитров воды. Сейчас все мы хорошенечко, аккуратно перемешаем. Следом накрываем крышкой и оставляем на 5 минут на самом медленном огне. Наш ужин номер 1 готов. Отправляем его на тарелку. Он получается нежным, рассыпчатым и очень-очень сытным. Такой ужин можно есть просто отдельно, либо по желанию вы можете использовать такое блюдо, как гарнир к рыбке или мясу, ну или курочке. Обязательно попробуйте это вкусное, нежное, полезное и очень сытное блюдо, которое так легко и просто готовится. Приятного аппетита! Вот так быстро мы приготовили первый вариант ужина, значит сейчас будем готовить второй, тоже очень простой и вкусный. Он отлично подойдет для тех, кто очень любит гороховое пюре, но не любит то время, которое занимает приготовление горохового пюре. Давайте готовить. У меня есть вот такая красивая красная луковица. Ее-то мы и будем использовать для нашего второго рецепта. Лук нарезаю мелким кубиком. Отправляем кубики лука в разогретое масло. Одну сладкую морковку натираю на мелкой терке. Отправляем морковку к луку и перемешиваем. Один сладкий красивый перчик нарезаю сначала ломтиками, а затем мелким кубиком. Отправляем кубики перца, перемешиваем. И вот сейчас я прибавила газ до среднего, для того, чтобы овощи просто быстрее пассеровались. Вот так уже аппетитно выглядят наши овощи. Хорошенечко присаливаем. Немножечко добавляю перчика. Добавляю половину чайной ложки копченой паприки. Будет просто восхитительный аромат. Добавляю пол-литра воды. И добавляю 300 граммов красной чечевицы, которая быстро разваривается, которая используется для супов. Обязательно читайте, что производитель пишет на этикетке, для того, чтобы вам не попалась чечевица, которая готовится долго. У меня так иногда бывает. Все хорошенько перемешиваем. Накрываю крышкой и оставляю на 5-7 минут. Наша чечевица с овощами готова. Посмотрите, какая она получается нежная, сочная. Это просто восхитительнейший, нежнейший вариант ужина или гарнира. Кстати, такое блюдо подходит для тех, кто постится, либо не употребляет мясо. Напоминаю, в чечевице содержится очень много белка, ну и вообще куча всего полезного. Обязательно добавляйте в ваше меню чечевицу, ведь она помогает нам зарядиться энергией, силами, получить много белка. Ну и, конечно, приготовление с овощами добавит еще клетчатки, которая тоже очень полезна для нашего пищеварения, ну и вообще для нашего отличного самочувствия. Так что обязательно ешьте чечевицу. А мы с вами продолжаем. Сейчас будем готовить третий вариант ужина. Масло я уже отправила на сковородку, а пока лук нарезаю тоненькими колечками. Отправляем лук в разогретое масло. Лопаточкой распределяю по дну сковородки. Перчик разрезаю сначала пополам, а потом на тонкие ломтики.
Отправляем наш красивый перчик к луку. Еще я добавляю 100 граммов стручковой фасоли. Она у меня тоже замороженная. И теперь все хорошенечко перемешиваем. Прошло пару минут, я огонь прибавила до среднего. Добавляем немного перчика и отправляем в сковородку грибы. У меня 400 граммов замороженных шампиньонов. Вы можете использовать любые грибы, свежие, замороженные, какие у вас есть. Либо можете даже совсем обойтись без грибов, тоже будет очень вкусно. Перемешиваем и на среднем огне ждем, пока все овощи и грибы обжарятся. Вот так аппетитно уже выглядят наши овощи. Самое время их немножечко присолить. Добавим еще немного перчика. Я добавляю 50 мл молока. Это будет наш соус. Вы по вкусу можете добавить немного томатной пасты и воды, если вам нравится томатный соус. Как всегда, все это дело вкуса. Я отправляю 400 граммов фасоли. Фасоль у меня предварительно отваренная. Вы можете использовать фасоль консервированную из банки. Все хорошенечко перемешиваем и сейчас оставим на пару минут под крышкой, для того, чтобы все вкусы и ароматы смешались. Наш ароматный, очень-очень белковый ужин готов, потому что и фасоль стручковая, и обычная фасоль, и грибы являются продуктами с достаточно высоким содержанием белка. Это значит, что после такого ужина мы будем чувствовать себя сытыми, ну и, конечно, просто получим полезный и простой в приготовлении ужин. Вот такие 3 замечательных рецепта, которые легко и просто приготовить на ужин, не пачкая лишней посуды, потому что вечером после работы, либо после домашних дел совсем не хочется мыть лишнюю посуду, а ужин, конечно же, нам нужен. Видите, я даже стихами заговорила. Поэтому обязательно пробуйте такие варианты и, конечно же, пишите ваши отзывы, потому что меня это очень сильно мотивирует. Обожаю читать ваши отзывы, что вам понравилось, какие-то, возможно, у вас есть замечания, дополнения. Это тоже меня очень сильно вдохновляет, какие-то новые идеи мне приходят. Вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные, ну и, конечно, очень вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, ну и, конечно, простых, вкусных и полезных ужинов каждый день.